Всем здравствуйте! Это видео посвящено вязанию вот таких вот носочков. Это мужские носки. Связаны они на конкретно 42-43 размер. Но в этом видео я подсказываю, как связать на другой размер. Здесь у нас вот резиночка идет. Дальше идет вот такой вот узор неприхотливый. Очень такой, вы знаете, мне нравится тем, что он просто вот для носков, считаю, идеальный. Пяточка вот такая вот у нас. Такой вот узор интересный получается, и он довольно-таки плотный. Пятка классическая. И дальше ленточный мысок. Эти носочки еще не постираны, поэтому немножко они вот такие вот, скажем, бугристые. Так, потом, конечно, они выровняются после стирки. Пряжа у нас Alize Wool Time. Мне она нравится тем, что, вы знаете, ниточка не толстая, но здесь 200 метров в 100 граммах. И получается, несмотря на то, что она 200 метров, казалось бы, но когда она вяжется, она, видите, она прямо такая вот становится тонкая. Состав 75% шерсти, 25% полиамид. Такая вот ниточка мне нравится. И цвет конкретно 873. Можно стирать в машине, да, то есть эти носочки можно стирать в машине стиральной. Так, по спицам. Спицы я брала номер 3. Вот, поэтому хочу отметить то, что конкретно я вязала на 42-43 размер, но в этом видео я подробно подсказываю, как связать на свой размер. Поэтому я думаю, что кто заинтересовался, у вас тоже все получится. По расходу пока не могу сказать. Когда будет возможность взвесить эти носочки, я напишу, и вы найдете ее, вот эту вот информацию под видео в описании. Итак, начинаем набирать петли, отмеряем нужную длину, нить сверху, а спицу под нить. И вот таким образом первая петля. Дальше я буду повторять вот таким образом набор петель с указательного пальца, а затем с большого. И все время одни и те же движения. С указательного дальняя нить, а с большого ближняя. И повторяем. Набор петель мне нравится тем, что он эластичный. Некоторые пишут, что он не эластичный в комментариях, но вы знаете, для меня он действительно эластичный. Попробуйте, если кто-то еще не пользовался вот таким набором петель, попробуйте, я думаю, тоже вам понравится, потому что вот в этих вот носках, носочек, вот видите, он довольно-таки, вот этот вот набор петель совсем неплохой. Так он смотрится, если поближе. Так, набираем таким образом 52 петли плюс 1 петлю для замыкания в круг. Так, после этого замыкаем вязание в круг. Вытягиваем леску в двух местах любых. В одном месте, в другом. Смотрим обязательно, чтобы они нигде не перекрутились. Вот если посмотреть таким образом, вот смотрите, как они должны быть. Вот эти вот петли, наборный край, точнее, должен быть внутри. На одной спице, вот здесь вот, и здесь то же самое. Так, сейчас конкретно вот эту вот первую петлю, которая на левой спице, мы ее снимаем на правую, а последнюю петлю с правой спицы, вот эту, набрасываем на первую. Вот так.
Сбрасываем ее аккуратно и ниточку подтягиваем. Вот, замкнули вязание в круг, вешаем маркер и провязываем резиночку 2 на 2. 2 лицевые петли, а затем 2 изнаночные. И так повторяем до конца ряда. После этого будем провязывать резиночку. Вот эту 2 на 2. Здесь у меня провязано 30 рядов. Вы можете провязать немножко больше, но вся высота вот эта вот моя, которая до формирования пятки, 14,5 сантиметров. Вот это паголинок. Это называется паголинок до пятки. Поэтому вот эту вот высоту вы можете провязать в принципе на свою длину. Можете до 16 сантиметров вяжется этот паголинок. Для меня достаточно будет, поэтому 30 рядов я вяжу резиночкой 2 на 2, а затем перейду вот на этот вот узор. Так, 30 рядов резиночки провязано. Так, сейчас мы с вами будем переходить вот на этот узор. Так, он заключается в следующем. Раппорт узора состоит из 4 петель и 4 рядов. Первый, второй ряд все петли лицевые. Провязываем сейчас все петли лицевые. 2 ряда. Так, третий ряд. 2 первые петли лицевые. Дальше 2 изнаночные. И так повторяем. 2 лицевые, 2 изнаночные. Идем до конца ряда. Четвертый ряд будет то же самое. 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные. И все. И вот таким образом дальше будем повторять. И вот так вот выглядит один раппорт узора. Получаются вот такие вот вмятинки. Так вот смотрится по изнаночной стороне. Так, я вам покажу на готовом носке. Вот этот вот узор, он действительно такой выпуклый. Смотрится очень красиво, на мой взгляд. И для вязания носочков очень хорошо подходит. По изнаночной стороне выглядит вот так. Вот видите, поэтому он, получается, стягивает, как обычная резинка. И плюс такие выпуклости видны. Это вот по изнаночной стороне. Так, что касается дальнейшего вязания, мы с вами будем вязать вот эту вот часть. И здесь у нас до начала вязания стенки пятки 20 рядов. Значит, один раппорт мы с вами провязали, это 4 ряда. Еще провязываем 4 раппорта, то есть еще провязываем 16 рядов. Всего должно быть здесь 20. Таким образом, от начала и до пятки, до стенки пятки у нас будет 50 рядов. Так, в сантиметрах давайте. В сантиметрах 14,5. Вяжем дальше самостоятельно вот этот вот узор. 2 ряда лицевые, а следующие 2 ряда 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные. И повторяем вот эти вот раппорты дальше все время до вязания стенки. Так, провязано у меня уже полностью вот здесь 50 рядов. Здесь провязано 20 рядов вот этим вот узором. И сейчас я перехожу на вывязывание стенки пятки. То есть вот этой вот части нашего носка. Вот эта стенка.
Так, как мы будем провязывать вот эту стенку, я сейчас не буду показывать в этом видео. Вы можете перейти по ссылочке, сейчас она появится в правом верхнем углу. И посмотрите, я там все подробно показываю. Как вот получить вот такой вот красивый боковой край стенки пятки. И кроме того, вот эту вот стенку, укрепленную таким вот плотным узором. Вот так он смотрится. И действительно он такой, вы знаете, плотный получается. Поэтому переходите по ссылочке, и там все подробно я показываю. Стенка пятки у меня уже провязана. Вот это вот стенка пятки, она, видите, более такая плотная получается вот этим вот узором. И красиво смотрится. На мой взгляд, действительно хорошо подходит для вязания именно пятки. Так, что касается изнаночной стороны, так, сейчас по изнанке я вам покажу. Так, вот по изнанке вот так выглядит, видите? Так, и в сантиметрах. Так, и вот смотрите, вот у меня 42-43 размер, получается стенка пятки 7 сантиметров. Вот, мы с вами провязали. Сейчас идем вывязывать чашечку. То есть следующий этап у нас будет вывязывание чашечки. Смотрите, немножко теории. У нас чашечка вот выполняется на половине петель. То есть вот это вот наша половина петель. Всего 52 петли. Значит, половина 26. 26 петель. Чашечку мы выполняем следующим образом. Делим вязание на 3 части. По бокам у нас будет 8 петель, по центру 10. 8 плюс 8 16 и всего 26. Значит, по центру мы пустим 10 петель. Если у вас будет другое количество петель и у вас будет какой-то остаток, значит, приплюсовывайте к центральной части. Самое главное, чтобы по бокам было одинаковое количество петель. Так, мы с вами начнем вот отсюда, с самого начала, вот отсюда. Провяжем 8 петель боковых, затем провяжем 9 центральных петель, 9, а 10-ю центральной части и первую петлю боковой части, вот они вот здесь вот будут, мы будем провязывать вместе. На лицевой стороне будем вместе лицевой провязывать. Но будем провязывать за задние стенки. Чтобы получился, точнее, вот такой вот край в чашечке. Вот видите, вот тогда будет красивый получается боковой вот в край в чашечке. Вот это вот у нас чашечка, которую мы сейчас будем с вами провязывать. Вот она. Мы ее будем провязывать лицевыми петлями. Вы, в принципе, можете вязать и вот этим узором. Это уже как хотите. Но я здесь уже провязывала лицевыми петлями. То есть все петли лицевые. Вот это у нас чашечка. Здесь у нас 10 петель, вот центральных этих 10 петель, которые мы с вами будем все время оставлять. Начинаем с самого начала. Провязываем 8 петель, как я сказала, лицевыми. 1, 2. Так, съехала эта петелька. 2. Третья петля, 4, 5, 6, 7, 8. Так, дальше идет не 10 петель, а 9. Центральных 9 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Так, сейчас вот это вот 10-я петля. Вот она. И следующая петля вот боковой части, первая, вот этой вот части, мы с вами будем провязывать вместе за заднюю стенку. Не вот таким образом, не за переднюю, а за заднюю. Вот задние стеночки провязываем вот так. Здесь у нас по боковым уже частям на этой стороне должно остаться 7 петель. 2, 4, 6, 7. Разворачиваем вязание на изнаночную сторону. И сейчас мы будем провязывать. Смотрите, сейчас ниточка идет назад. Так. И снимается вот таким образом первая петля. Важно снять правильно, потому что будет некрасивый край. Дальше провязываем опять
всех центральных 9 петель. Так, считаем. Вот у нас, видите, оно уже видно, что отделяется. Вот здесь у нас по бокам остается 7 петель. И центральный 2, 4, 6, 8. Еще одну провязываем 9. И дальше идет у нас 10-я петля центральной части, 1-я петля боковой части. Мы ее провязываем по изнаночной стороне уже за передней стенкой. Смотрите, вот так. Разворачиваемся. Считаем 2, 4, 6, 7. 7 петель остается, 5 по бокам. Так, и повторяем эти действия. Значит, первую петлю вот эту снимаем уже вот таким образом. Ниточка идет назад. Видите, туда. Провязываем еще 8 петель. У нас должно быть 9 центральных. Ну, вы знаете, можно и не считать уже. Видите, они уже даже отделяются. Поэтому на лицевой стороне за задней стенки провязываем вместе. Последняя петля центральная, центральной части, 1-я петля боковой. Вот таким образом. Подтягиваем. Самое главное, не забывайте подтягивать, чтобы не было здесь вот этих вот дырок. Так, сейчас опять на изнаночную сторону переходим. И по изнаночной стороне также провязываем центральную часть. Более плотно провязывайте. Тесно. Доходим до вот последней петли центральной части. Подхватываем ее. И 1-ю петлю боковой части. За передней стенки провязываем лицевой. Вот так. Все. Разворачиваемся на лицевую сторону. И опять повторяем. Снимаем. Провязываем лицевые петли центральной части. Последнюю петлю со следующей петлей боковой части провязываем лицевой. Еще раз повторяю, подтягивайте, чтобы оно было здесь плотное. Таким образом повторяем до тех пор, пока вот эти боковые петли не убавятся. То есть они у нас должны полностью убавиться. Провязываем дальше самостоятельно. Так, остается по одной петле боковой. И я вам покажу сейчас, как мы их провязываем. Провязываем, в принципе, одинаково. Так, эту снимаем, нить туда идет. Подтягиваем и провязываем дальше. Подходим к последней петле центральной части и последней петле боковой. Провязываем за задние стенки. Вот. Остается у нас с этой стороны еще вот петля. Разворачиваемся на изнаночную сторону. Ниточка уже рабочая вперед. Вот видите, сюда идет. Провязываем изнаночный ряд. Доходим до 2 последних петель. Вот у нас эта петля центральная последняя. И здесь у нас боковая последняя. Провязываем вот так. Еще раз. Так, разворачиваемся на лицевую сторону. И вот так выглядит у нас эта чашечка. Вот она. Это по лицевой стороне. И по изнаночной стороне вот так выглядит эта чашечка. Так, сейчас мы с вами переходим к набору петель. Вот этих вот по бокам. Мы с вами будем их набирать по косичкам. Вот смотрите. Вот у нас вот эти вот косички, которые образовались, когда мы с вами выполняли боковой край стенки пятки. Косички я имею в виду вот эти вот. Вот у нас косичка, да? Вот косичка. Имею в виду 2 дужки.
Не за одну дужку, а за 2 будем набирать вот эти вот. Так, это дополнительные петли, которые нужны для дальнейшего вязания. Так, сейчас смотрите, чашечка у нас 10 петель, мы ее разделим на 2 части. Для того, чтобы было удобнее вязать, провязываем сначала первые 5 петель. Так, вытягиваем леску, чтобы было удобнее вязать. Провязываем остальные петли чашечки. 1, 2, 3, 4, 5. Так, и сейчас набираем петли. Смотрите. Петли набираем вот по этим вот косичкам. Внимательно смотрите, аккуратненько, не спеша. Вот первая петля будет набрана. Подтягиваем. Вот вторая косичка, видите, вторая. Дальше идет третья. Вот четвертая. Пятая. Шестая. И таким образом идем, полностью набираем вот эти вот петли по бокам. Значит, у меня таких петель будет 17. Не считая вот этих вот 5 петель чашечки, не надо их считать, мы считаем вот именно отсюда. 17 петель мы должны с вами набрать по одной стороне. Значит, провяжем дальше вот эту вот верхнюю часть. И точно таким же самым образом будем набирать здесь петли. Тоже 17. Итак, вот я уже набрала 17 петель по бокам. Так, смотрите, подхожу вот к верхней части. Значит, у нас здесь всего 26 петель. Делим на 2 части. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. И вытягиваем тоже леску, чтобы было удобнее вязать. Так, и смотрите, вот у нас идет уже верхняя часть. Поэтому здесь мы будем делать убавки в клине подъема. Я всегда вешаю маркер. Так, маркер повесим, чтобы знать уже, где отделяется нижняя и верхняя часть. Так, и смотрите, вот у нас идет следующая петля. Она должна быть, как я сказала, лицевая, потому что у нас идет следующий ряд уже начало раппорта. Да? Вот 2 изнаночные провязаны. Значит, мы должны провязывать 2 лицевые. Да? Чередуются вот эти петельки. Так, аккуратненько подтягиваем вот таким образом. И провязываем следующий ряд. Вот этот вот, точнее, до конца, вот верхнюю часть. Провязываем полностью лицевые. Вот последние петли мы с вами провязываем. Так, и сейчас набираем уже петли по этой стороне, да. Значит, вешаем маркер. Вешаем маркер. Так, и смотрите, вот здесь вот очень аккуратно. Смотрите тоже, чтобы не было дырки. Так, как провязать, чтобы не было здесь дырки? Ну, конечно, тут надо немножко посмотреть, помучиться, да. Вот если я так вот выполню, смотрите. Мне вот нравится вытягивать, смотрите, вот эту вот петлю. Почему? Потому что она идет как бы продолжение этой петли, да. Я ее сейчас вот провяжу, подтяну сильно. И следующую петлю буду набирать. Смотрите. Вот. И здесь уже такого промежутка нет. Немножко как бы какое-то отверстие есть, но оно как бы вот заполняется этими ниточками. Так, 1, 2. Дальше набираем тоже 3, подтягиваем 4. И вот таких петель у нас должно получиться тоже 17. Так. Так, вот смотрите, вот дырочка какая-то образовалась. Конечно, она большая, поэтому я ее назад иду и буду по-другому что-то думать. То есть тут смотрите сами. Немножко посмотреть, как бы вот эти вот, можно даже вот эту вот серединку, скажем, вход взять.
И вот так вот немножко провязать, посмотреть. Вот, видите, дальше я набрала, и в принципе это уже вот дырочка закрылась. Все. И набираем дальше эти петельки. Так, 2, 4, 6, 7. Здесь очень важно набрать все петли аккуратно. Здесь самое главное, конечно, не упустить вот эти вот все дужки, которые есть друг за дружкой. Набрать их, чтобы они были все аккуратные, эти петли. Поэтому не спеша набирайте, чтобы у вас действительно был красивый этот вот край стенки пятки. Так, вот этот вот, который потом у нас должен вот такой вот получиться. Вот видите, тогда будет действительно красивый вот этот вот край. 15, 16. И смотрите, у нас должно быть 17, да? 17 петля, смотрите, если я ее возьму вот здесь вот и соединю со следующей, тут будет какая-то вот такая вот дырка всегда она получается. Поэтому для того, чтобы ее не было, я ее возьму, смотрите, за одну стенку только и перекрещенной петлей провязываю вот так. Все. Дальше идут петли чашечки. У нас их 5. Половина, да? 5 на той стороне, 5 на этой. Так, петли по бокам у меня уже набраны. По 17 петель. Вот так вот выглядит сейчас это наше изделие, да? Так, вот это вот нижняя часть будет носочка, а это верхняя. Значит, в нижней части еще раз пересчитайте. 5 петель чашечки должно быть. И 17 петель вот этих вот по бокам стенки пятки. Вот благодаря тому, что мы вывязывали именно стенку пятки так, как вы видели, получается, вот видите, вот такой вот красивый боковой край. Вот отсюда мы набрали. Сейчас мы с вами будем выполнять убавки. Вот эти вот. Это называется убавки в клине подъема. Вот. У нас всего будет 9 петель. То есть мы с вами должны сократить 9 петель. После того, как мы сократим 9 петель, у нас уравняется количество петель. Здесь у нас 52, значит и здесь будет уже 52. То есть, так, у нас половина петель 26. Значит, вот смотрите, здесь у нас 13. Здесь у нас тоже должно получиться 13. Каким образом? Значит, у нас 17 петель плюс 5. Вот эти вот. Сейчас у нас 22 петли внизу. То есть вот здесь вот. Вот. У нас здесь 22 петли. Вот они. Для того, чтобы осталось 13, так же, как и сверху, значит, нужно убавить 9 петель. Вот эти вот 9 петель вот здесь вот мы с вами будем убавлять. Так, первый ряд сначала провяжем следующим образом. Значит, нижняя часть будет провязываться лицевыми петлями. Мы ее всегда будем вязать лицевыми петлями. Вот эту вот нижнюю часть. Сверху мы будем вот этот вот рисунок сохранять. Вот, поэтому, когда мы дойдем до верхней части, мы рисунок сохраняем. Так, сейчас провязываем эту нижнюю часть. 5 петель чашечки. 1, 2, 3, 4 и 5. Провязывать тесненько. И 17 петель боковых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. И доходим вот 16, 17. Переснимаем маркер. Смотрите, дальше у нас идут изнаночные, поэтому мы сейчас будем провязывать с лицевых петель. То есть весь ряд у нас идет лицевые петли. Так, сейчас у нас идет первый ряд с убавками. Мы с вами провязали нижнюю часть до 3 петель, не довязывая до маркера. И выполняем убавки. Выполняться убавки будут вот в этой петле и этой. Так, вот эту петлю, которую возле маркера, мы будем провязывать все время лицевой. И смотрите, берем одну петлю, вот эту и вторую, и провязываем вместе лицевой за передние стенки. Вот так.
И это у нас будет убавка вправо. То есть у нас пятка справа, значит убавка будет вправо. Вот таким образом можно запомнить. Так, эта петля, как я сказала, провязываем всегда лицевой. Переснимаем маркер. И дальше смотрите по рисунку. У нас второй ряд должен тоже быть лицевой сверху. Значит, все петли провязываем лицевыми. Так, доходим до вот этого маркера и останавливаемся. Так, переснимаем маркер. И идет сейчас убавка влево. Пяточка у нас находится слева, значит мы выполняем убавку влево. Эта петля снимается вот таким образом. Вторая провязывается. И которую сняли, мы набрасываем. Вот так. Вот видите, она уже наклоняется влево. Это убавка влево. То есть с этой стороны всегда мы будем выполнять убавки влево. А здесь выполнять убавки вправо. Так. Дальше провязываем все петли. Нижняя часть лицевые петли. Мы провяжем. Дальше смотрите. Следующий ряд у нас будет уже без убавок. Значит, нижнюю часть мы будем провязывать лицевыми петлями, а здесь верхнюю по узору. И так мы будем с вами чередовать. То есть один ряд с убавками, второй ряд без убавок. Я думаю, что здесь уже понятно, так? И таких убавок, как я сказала, будет у нас 9. Понятно, да? То есть мы с вами одну выполнили, значит нам останется еще 8 петель убавить. То есть 8 раз мы так будем еще убавлять. И после того, как убавим петли, мы будем вот здесь. Вот столько мы должны провязать, чтобы убавить вот эти вот петли в клине подъема. Это называется клин подъема. Вот видите? Вот последняя убавочка у меня здесь была. Вот так вот будет выглядеть носок, когда мы с вами убавим все петли в клине подъема. Так, подходим вот у нас к последней убавке. Вот смотрите, 3 петли остается, значит мы с вами сейчас последнюю убавку выполняем вот здесь. Так, в начале ряда. Так, за передние стенки подхватываем 2 петли и провязываем. Вот, это убавка вправо. Так, переснимаем маркер. Дальше у нас идет по рисунку лицевой ряд. Провязываем полностью все петли лицевые и останавливаемся вот здесь. Вот последнюю убавку влево тоже вам покажу. Так, все петли лицевые. Вот так вот выглядит этот клин подъема уже. Значит, мы с вами выполнили всего 9 убавок для того, чтобы уравнять количество петель в верхней части и в нижней. Всего сейчас у нас получится тоже 52 петли. Так же, как и было у нас в самом начале. Вот здесь вот, да. Так, и последняя убавка влево. Первая петля, вот это мы провязываем ее, первую петлю. А дальше убавка влево. Снимаем, провязываем следующую и набрасываем. Я вам, в принципе, сейчас покажу, как можно выполнить убавку влево по-другому. Если у нас классические петли, то есть правая стенка на спице, можно их развернуть просто, одну, вторую, и уже левыми стенками разместить. Вот левая стенка. Вот видите, левой стенкой они будут и одна петля, и вторая. И сейчас провязываем их вот таким образом. Вот видите, это тоже выполнена убавка влево. Так, сейчас довязываем этот ряд. И я вам расскажу, что мы с вами будем дальше делать. Дальше будет совсем просто. Смотрите, вот у нас выполнены все убавки. Здесь у нас 52 петли.
по 26 петель на одной стороне, 26 петель на другой. Дальше мы вяжем просто без убавок, сохраняя рисунок сверху. Снизу лицевые петли будут. Мы будем вязать с вами до мыска, вот до сюда, вот до начала формирования мыска. Что касается моего размера, значит, я вяжу на 42-43, и от последней убавки, вот она, вот здесь вот, и до мыска у меня будет провязано 58 рядов. Так, то есть вот здесь вот у меня 58 рядов. Это на 42-43 размер. На другие размеры очень легко посчитать. Если вы вяжете так же, как и я, плотно, у меня плотность вязания получается в 1 сантиметре около 4 рядов. Ну, может, чуть больше. Давайте считать, что в 1 сантиметре 4 ряда. Так, разница в размерах носка будет в 1 сантиметр. Поэтому, если вам нужно провязать на размер 44, вы просто еще провяжете 4 ряда. Еще 4 ряда провяжете, у вас будет уже 44 размер. Если вам наоборот нужно провязать 41 размер, значит вы должны уже не 58, как у меня рядов, а 54 ряда провязать. То есть видите, разница именно в 1 сантиметре между размерами вот этой вот длины. Так, я буду провязывать на 42-43 размер 58 рядов. Все, вяжем до начала мыска. Так, я вам покажу вот эту вот небольшую, скажем, табличку. Длина стопы до мыска. Что это значит? Значит, вот смотрите, длина стопы вот отсюда, от пятки и до мыска. Так, смотрите, я вяжу на 42-43 размер, и у меня длина стопы до мыска должна быть 23 сантиметра. То есть вот она. Замеряем от начала пятки и до мыска, вот до этого места. Вот видите, 23 сантиметра. Значит, это у меня вяжется на 42-43 размер. Если у вас будет другой какой-то размер, значит, вот по этим цифрам можно определить. Допустим, вы вяжете на 44 размер, значит, вам нужно провязать еще 1 сантиметр. На 45 примерно то же самое. Так, еще раз повторяю, что плотность вязания у меня в 1 сантиметре примерно 4 ряда. Поэтому в зависимости от того, сколько вам нужно провязать, вы или добавляете это количество рядов, или умножаете, или уменьшаете. Так, провязано у меня сейчас от последней убавки, вот отсюда, 58 рядов. Так, вот эти вот маркеры, они обозначают то, что провязано 20 рядов от последней убавки. Здесь 20 рядов, дальше еще 20 рядов. И вот здесь у нас 18 рядов. Так, теперь что касается дальнейшего вязания. Мы сейчас с вами немножко по-другому распределим вязание. Так, вот вытянем леску вот здесь вот так, то есть между нижней и верхней частью. Так, смотрите, вот у нас заканчивается вот этот вот узор, у меня конкретно 2 изнаночные. Так, и смотрите, вот вытягиваем леску. Сейчас с этой стороны тоже вытянем леску. Вот здесь вот. Так, здесь я довяжу. Видите, у меня только 2 изнаночные, да? Значит, я их довяжу, и будет уже ряд полностью довязан. Так. Значит, вот таким образом мы с вами дальше будем вязать. То есть сейчас мы с вами будем провязывать ленточный мысок. Довяжем, давайте, вот этот вот ряд вот до этих петель, то есть всю верхнюю часть мы с вами сейчас провязываем дальше, да. У нас получается весь раппорт полностью провязан. 2 изнаночные, последние у нас будут.
Вот эти 2 изнаночные. Так, то есть смотрите, вот у нас такое вязание сейчас. Это верхняя часть, а там у нас нижняя. Нижняя часть — это все лицевые петли. Сверху у нас этот был узор. Но мысок мы с вами будем провязывать все петли лицевые. То есть этот узор уже провязывать не будем. Все петли будут лицевые. И каким образом мы с вами начинаем? Значит, идем сначала с нижней части. Смотрите, вот по центру у нас идут 2 лицевые петельки, которые неизменно провязываются с одной стороны, видите, и с другой. А по обе стороны это убавки. Вот, чтобы эти 2 лицевые петли сохранялись, мы с вами будем их провязывать. И смотрите, начинаем следующим образом. Вот это вот первая петля в начале ряда, и в конце ряда последняя петля, она провязывается лицевой. И внизу, и вверху. Точно так же провязываем. Дальше начинаем делать убавки. Значит, с этой стороны в начале ряда мы с вами делаем убавку вправо, вот туда. Значит, с этой стороны в начале ряда мы с вами выполняем убавку влево, вот туда. В конце ряда будет убавка вправо. Так, в начале ряда убавка влево. Первая петля вот эта снимается, вторая провязывается, и предыдущая, которая была снята, протягивается через вот эту петлю. Дальше у нас идут все петли лицевые. Доходим до конца ряда. За 3 петли останавливаемся. Вот эту петлю и эту мы с вами выполняем убавку. Берем за передние стенки, подхватываем и провязываем. Здесь у нас убавка вправо. То есть в начале ряда убавка влево, а здесь в конце ряда убавка вправо. Вот эта петля всегда провязывается лицевой, то есть последняя и первая. Так, сейчас идем на верхнюю часть носка. И точно таким же образом выполняем убавки в этом ряду. Значит, первую петлю провязываем лицевой всегда. Первую и последнюю. И затем делаем убавку. Первую петлю снимаем, вот эту вот следующую. Провязываем вторую и набрасываем ту, которую мы снимали. Вот так. И сейчас идем опять до конца ряда, все петли лицевые. Мысок мы будем провязывать лицевыми петлями. Доходим до конца ряда, остается 3 петли. Значит, вот эти 2 петли подхватываем и провязываем за передние стенки лицевой. Вот, это убавка вправо. Значит, в конце ряда всегда убавка вправо. И эту петлю провязываем лицевой. Все. Так, мы с вами в одном ряду убавили 4 петельки. То есть у нас сейчас не 52 петли, а 48. По 24 должно быть здесь. Вот давайте пересчитаем. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. 22, 24. На верхней части будет то же самое. Так, следующий ряд мы будем с вами провязывать без убавок. То есть полностью все петли лицевые. И вот таким образом мы с вами будем выполнять убавки в этом мыске. Значит, сколько убавок будет? Сейчас мы такие убавки выполним через ряд. И таких убавок у нас будет еще 4. То есть всего получается 5 убавок мы с вами выполним через ряд. Останется тогда у нас 26 минус 10, 16 петель. Вот когда 16 петель останется, мы с вами выполним убавки уже в каждом ряду. В каждом. И опять будем выполнять 5 раз. Будет 16 петель,
Еще закроем 10 петель. И останется тогда 6 центральных петель, которые мы с вами закроем затем иглой. Вот так он будет выглядеть, этот шов. Петля в петлю. Вот петельки все будут красиво соединены. 6 петель закроем иглой, то есть швом петля в петлю. На канале у меня есть отдельное видео. Я думаю, что сейчас можете перейти по ссылочке, посмотреть, у вас тоже все получится. Там я постаралась очень подробно, доходчиво, так как я поняла этот шов, объяснить. Поэтому я думаю, тоже у вас все получится. И все. И на этом у нас будут носочки готовые. Осталось мне их только постирать, поэтому я заканчиваю свой этот мастер-класс. Если останутся какие-то вопросы, конечно же, пишите. Всем спасибо за просмотр. Нажимайте пальчик вверх, если вам понравилось это видео. И, конечно, подписывайтесь на мой канал. Переходите по ссылочкам в описании. Там тоже есть много интересного, полезного по вязанию. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч.